Добрый день, дорогие друзья, партнеры, подписчики, зрители нашего канала. С вами Александр Захурдаев и канал Вирмак. Сегодня мы с вами будем работать и покажем вам сюжет-ролик в нашем крымском севастопольском офисе компании Вирмак. Тема сегодняшнего сюжета – это цены, сроки строительства модифицированных СИП-панельных домов компании Вирмак. И самое главное, что всех беспокоит, это ошибки, которые люди совершают при выборе той или иной компании или технологий. Сегодня в нашем сюжете, на нашей встрече участвует Алена, наш главный архитектор в крымском нашем офисе. Позадаем Алене адресные вопросы. Она на эти вопросы вам сегодня даст какие-то ответы. А если мы что-то вам в этой встрече не расскажем, пишите нам вопросы, задавайте. И, соответственно, как я всегда говорил и буду говорить, мы на основании ваших вопросов будем, соответственно, планировать те или иные ролики, сюжеты. Здравствуйте, Алена. Здравствуйте. И у нас такой наболевший вопрос. Цены растут на стройматериалы, на строительство, на наши услуги, на услуги компании Вирмак, на наши панельные дома. Так как вы являетесь одним из тех специалистов, которые непосредственно начинают общение с людьми, с нашими заказчиками потенциальными, напрашивается такой вопрос. Какое настроение у людей, какие эмоции вызывает все-таки этот рост цен, как он сказывается на людей, каково сейчас вот всем приходится, ну вот с учетом того, как вы работаете? Ну, люди в шоке, прежде всего, и были, и есть, и кто с этим, кто-то столкнулся чуть раньше зимой, да, кто-то весной, кто-то до лета дошел и столкнулся с этим летом. Конечно, люди в шоке, что тут говорить, сложно, цены, я думаю, что подорожали во всем, да, и поэтому, ну, реакция у людей, естественно, разная, потому что люди разные, ситуации абсолютно разные у всех, и реакция, в том числе, когда они обращаются к нам за каким-то расчетом, за ценообразованием, то есть они все реагируют по-разному. Есть же те, которые у нас как бы, ну, сошли с дистанции, отказались от своей мечты, Конечно, да? да, конечно. Есть люди, которые сделали уже и проектную документацию, выполнили 2 года назад, год назад. Ситуация у всех разные, все идут на контракт, кто-то быстрее, кто-то медленнее, ну, у всех, понятно, финансовая сторона разная, разные жизненные обстоятельства у людей. Поэтому те люди, которые проект выполнили, например, 2 года назад, они через год приходят, да, давайте посчитаемся. И есть такие клиенты, которые через год пришли, и мы сейчас посчитали, цены выросли в 2 раза. Естественно, кто-то не тянет финансово, а кто-то как бы, ну, продавая там свою недвижимость еще какими-то способами, да, тут мы уже не узнаем особо у людей, то есть они идут на контракты, то есть деваться людям некуда. То есть, несмотря на такую как бы плачевную ситуацию, такой невроз какой-то, тем не менее жизнь продолжается, да? Да, конечно, да. У нас есть спад объема работ в Крыму? Нет, спада нет. Я скажу даже, я бы сказала, даже есть какое-то увеличение. То есть, несмотря на все это, на всю эту сложную ситуацию в мире, да, в стране, люди продолжают жить дальше и реализовывать свои мечты и планы. Есть смысл, как вот с вашей точки зрения, чего-то подождать, может цены назад уйдут? Ни в коем случае. Вот это самая основная ошибка людей, которые выжидают чего-то, даже обращаясь, допустим, через первый раз, потом обращаясь через месяц, через 2, цена уже меняется, и люди уже опять, вроде бы мы вот только у вас были, и цена уже изменилась. То есть ждать не надо ни в коем случае, наоборот, нужно идти к своей цели быстрее. Ну, насколько мне известно, город Севастополь он вообще один из самых дорогих городов России по стоимости квадратного метра недвижимости. И еще раз подчеркну, насколько я осведомлен, первичного жилья мы сейчас, наверное, здесь не купим. Его нет, да, если оно появляется, то его сразу раскупают для дальнейшей продажи, опять же перепродажи. И стоимость квадратного метра на сегодня, ну, примерно от 150 тысяч рублей за квадратный метр. Это по Севастополю, по Крыму чуть дешевле, то есть, ну, не сильно. За квартиру, условно. Это за квартиру, да.
То есть, То есть- ну, а стоимость метра строительства квадратного дома, да, на сегодняшний день порядка 20 тысяч рублей. Ну, это коробка, Это плюсом коробка. идут инженерка, плюсом идут все-таки отделочные работы, окна и сам участок. Но Ну, в тем не любом менее, случае 150 тысяч не будет. 150 тысяч не будет. Да. Все равно, то есть, как было, так и остается. Строительство индивидуальное жилищное все равно выгодно. Выгоднее, да? Выгодно, гораздо. да. Алена, ну чтобы нашим зрителям, нашим подписчикам было более внимательно и интересно вам слушать, можете немножечко о себе рассказать? Кто вы, что вы, как долго вы работаете в Вирмаке, чего добились, Да, какие результаты? конечно. Приехала я из города Екатеринбурга, с Урала. Там я училась, закончила Уральский архитектурно-строительный колледж на архитектура отделение. Далее закончила Уральский лесотехнический университет, появила статус инженера, так скажем. Вот. И в 2016 году вот мы сюда переехали. То есть переехали мы, опять же, для тех, кто хочет, да, переехать в замечательный солнечный Крым. Приехала с финансовой точки зрения, я искала работу на самом деле, не ехала отдыхать, и первые года я, можно сказать, даже не ходила на море. То есть мы работали упорно, трудились. Вот. Это сейчас уже так мы встали на ноги более крепко, хорошо. Я в компании Вирма, как и в Крыму, нахожусь уже 5 лет, 6-й год. У меня есть даже две такие знаменательные даты, которые появились в моей жизни. Это 1 июня 2016 года я приехала в Крым, и 14 июня я уже вышла на работу в компанию Вирмак. Я очень рада и счастлива, на самом деле, что я попала к вам, потому что работать очень легко. Работать легко не только из-за коллектива, из-за замечательного руководства, а еще из-за той продукции, которую мы производим, да, и продаем. То есть спокойно, уверенно, у меня все люди живут, все счастливы, то есть поэтому работать одно удовольствие в компании Вирмак. Ален, когда в первый раз люди к нам обращаются, либо посредством какой-то телефонной мобильной связи, либо посредством электронных писем, обращений, сбрасывают какое-то задание, получают какую-то первичную устную консультацию, и всех интересует стоимость. Соответственно, мы, когда даем свое предложение, это у нас называется коммерческое предложение на то техническое задание, которое нам заказчики сбрасывают. И вот с этого начинается очень интересная история. Вот хотелось бы вам рассказать, чтобы вы пояснили. Да, действительно. Люди, опять же, бывают разные, да, и каждый по-разному, разными способами выбирает строительную компанию. К сожалению, не все люди акцентируют внимание на то, что им предлагает строительная компания. Хотелось бы обратиться, да, к нашим замечательным клиентам, что когда как раз-таки вам все компании, у которых вы считаете, делают вам расчет, коммерческое предложение, они дают его в любом виде, абсолютно в разном. Но всегда, в любом случае, в этом коммерческом предложении даже написано и расписано, что в него входит. Не надо смотреть на итог цену, да, то есть всегда все смотрят итог, но никто не вникает, что же. И когда приходят клиенты и говорят, что у вас дороже, что дороже, что дороже? Это второй вопрос. Это второй вопрос, да? И для многих людей... Нет, это не второй вопрос. Это второй вопрос, когда он должен быть первым. А люди действительно увидели во главе угла итоговую цифру, и все. А к нам же приходят те, которым все-таки, хочешь не хочешь, у нас хотят остаться, и получают этот вопрос, да? Да. А многие же увидели, у нас цена выше, и исчезли. Да, вот с такими людьми что происходит, как правило? Вот, что происходит? Опять же, мы знаем, неоднократно даже рассказывают истории наши клиенты, которые потом уже строятся с нами, но уже строят, денег уже меньше остается, потому что они уже первоначально обратились в какую-то бригаду, да, либо в строительную там, компанию какую-то, их очень много. Вот, и они дают огромные авансы. Я не знаю, может быть, не читают договора, не узнавая про эту фирму, и люди просто остаются без денег. Куча примеров, особенно у нас город Евпатория, он очень славится этим, потому что, не знаю, почему на самом деле город небольшой, но людей, которые остались без денег, без домов и без всего, их там очень много. И приходят и обращаются, и постоянно нам рассказывают эти истории. А причина? Это спешка, это невнимательность, да? Кто-то дал цену дешевле.
Кто-то дал, и Два все, раза. это И все, главное. и глаза загорелись, мы побежали, понесли деньги. Кому, за что, где, как. Мы работаем официально, то есть даже если наличные, да, то есть это всегда кассовый чек. По безналичному расчету, то есть мы также работаем официально. То есть тут уже как бы какая-то гарантия, да, что ты не просто так отдал деньги, и даже не, ну, там какая-то расписка, а иногда и без расписки люди эти деньги отдают. Так, и так. И второй случай людей, которые все-таки увидели, что у нас цена, по их мнению, выше, но тем не менее идут, хотят с нами и требуют обоснований, почему такая высокая цена. Высокая ли цена вообще, или как это происходит? Цена невысокая, у нас цена абсолютно рыночная, совершенно. Опять же, вникаем, что входит в то предложение, которое дает компания строительная. То есть элементарные примеры, фундамент, да, какой фундамент. То есть, как правило, они говорят, винтовые сваи. Что такое винтовые сваи? В Крыму, в Фиоленте, вкрутите эту винтовую сваю, попробуйте. То есть, ну не может быть такого. Естественно, они их там им обрежут на полметра и вкрутят. Такого не бывает. Стеновые панели сплошь и рядом на сегодняшний день компании стали давать маленькой толщины, то есть 124 миллиметра, это если с ОСБ, либо с гринбордом. Что такое панель? Стена 10 сантиметров. Это, ну, как бы, если тепловые характеристики хорошо в Крыму, может быть, еще это и прокатит, то какая-то жесткая жесткость конструкции, она уже, да, не такая. Шумоизоляция. Вы просто будете сидеть как на улице в таком доме, в таком здании, в такой гостинице. И строят очень много таких гостиниц. Те люди, которые строят гостиницу, они экономят на своих будущих клиентах, да, то есть которые, по сути, не испытают там никакого счастья отдыхать в этой гостинице. Соответственно, у них не наработается. Опять же, это да. будет не низкая стоимость сдачи тех же номеров гостиничных. Ну, смысл тогда, зачем вообще все это было делать? Хотя, опять же, идет дальнейшее вложение, помимо того, что ты просто построил коробку, да, неважно, из чего ты ее построишь, сэкономил на ней там 200 тысяч рублей, но ты отделочные материалы, инженерные коммуникации, Сам мебель стоимость участка, и так да. далее. То есть участок в любом случае это основная сумма, это не стоимость коробки. Все расходы, они общие гораздо больше. И итог, у тебя номер, который ты дорого не сдашь никогда, если еще и сдашь, потому что будут 100% от людей потом, да, отзывы о том, что слышимость была как на улице. Такие вот истории. Это по поводу стен. Скажу так, у нас нет ни одной компании строительной, именно что касается СИП-технологий, которая бы делала межэтажные перекрытия, такие как мы. То есть мы на сегодняшний день высоту межэтажного перекрытия не даем меньше 250 миллиметров. У всех и это двутавровая балка с влагостойкой клееной фанерой. Конкуренты дают все 90%, это доска. Обычная доска, 200-я доска. То есть, ну, какая там, во-первых, ладно, если еще шумоизоляция будет куда ни шло, да, но вибрации по полу, стук, бряк, это гибкость, я не знаю, будет просто ходить, потолок ходуном у тебя в доме, в твоем, в двухэтажном доме. Ну, такие вот нюансы. Куча компаний, которые дают расчеты без утепленных крыш, да, то есть и какие-то вот эти вот циферки, они Лазейки, да? лазейки, они их прячут, да, то есть в итоге, конечно, они вам их добавят. Но когда вы уже заплатите за проектную документацию, то есть это уже будет какая-то первая предоплата, в итоге вы уже скажете, что, ну, как бы деваться некуда, выбор уже был сделан, то есть куда-то из компании в компанию бегать это вряд ли, ну, мало кто делает, но мало кто делает. Ну, в принципе, получают то, что получают в итоге. Поэтому... Соответственно, да, и поэтому, когда человек получил коммерческое предложение с одной, с другой, с третьей компании, огульные выводы делать, наверное, не надо, да? Надо действительно разобраться, каждый этап в коммерческом предложении, этап работы, надо действительно выяснить, какие материалы входят, какие узлы. Ребят, если у самих это не получается, не ленитесь, идите, вот выбрали себе 3 компании, и в каждой из 3 компаний попросите, чтобы вам дали обоснование применения того или иного материала, того или иного узла.
Каждая компания будет лелеять свой продукт, хаять чужой. Тем не менее, все мы с каким-либо образованием, каким-то образом мы накопили какие-то денежные средства, чтобы построить дом своей мечты. Соответственно, когда вам говорят, что тоньше это лучше, или и так сойдет, и не надо лишних денег переплачивать, соответственно, такие доводы примитивные надо ставить под сомнение. И еще как один пример и вариант, надо посетить эти тонкие там стены, тонкие какие-то перекрытия на действующих стройплощадках той или иной компании. Сравнить тонкую с толстой, я условно говорю, и сделать для себя любимых вывод. А иначе, вот как Алена правильно говорит, вы вложили в стоимость в участок, который стоит 1 2 3 4 и выше. Вы вложили в коробку дома, который стоит 1 2 3, в отделку, которая стоит там 100, 200, 300 миллион, в инженерку, благоустройство дома. И потом, когда начинаете жить, у вас ребенок бегает, у вас со стола убегает куда-то стакан с водой, вас это начинает напрягать, одеваться уже некуда. Вы когда-то огульно поступили к выбору технологии, к выбору компании и так далее. И вы не наслаждаетесь проживанием в своем доме, как минимум. Ну, как максимум, вам, как Алена говорили, вы вообще могли не построить такой дом. Ну, Алена, еще вам такой вот вопрос, так как вы непосредственно участвуете в подписании контрактов, как на проект, так же и на строительный подряд. Меняется ли у нас цена нашим заказчикам в процессе строительства? Нет, не меняется. Не меняется. Не меняется. Были ли случаи, что менялись? Нет, нет. Всегда, когда мы уже подписываем контракт, то есть мы обсудили все этапы работ, которые мы включаем в договор, все цены, стараемся максимально детально мы все обсудить, акцентировать на всем внимание, чтобы было точное понимание у человека, что входит в этот этап, чтобы они не ожидали сверх чего-то, да, конкретно, что, сколько. Мы не меняем ничего никогда. А в каких условиях может поменяться условия контракта, увеличение стоимости, если мы подписали, ведем строительство? Ну, цена может, если человек хочет еще какие-то дополнительные виды работ в своем доме, чтобы мы их выполнили. А, например, что это может быть? Инженерные коммуникации, разводка, фасадные отделочные работы, террасы, крыльца, балконы. Все это может делаться как изначально, так и всегда доделываться. Отдельными Либо доп. Отдельным договором, либо доп. Соглашением. То есть цена может повыситься на то, что не оговорено, да? То, что не входит в стоимость подряда, на те этапы работ, которые не входят в стоимость подряда. Ребят, хочу обратить ваше внимание, когда мы с вами заключаем договор на проектирование, и вы наших архитекторов просите к дому пристроить террасу, гараж, навес, крыльцо и так далее, в итоге мы с вами не обязательно эти этапы работ будем выполнять. Соответственно, вы можете это заказать, и это у вас такого рода проект будет. А мы можем с вами сделать только голую коробку, а дальше вы уже своим хозспособом, либо там через год, там через два, когда накопили какие-то определенные денежные средства, обратиться к вам, и мы вам достроим сразу эту террасу, этот гараж и так далее. Но в проекте оно уже у вас будет, все это вот дополнительное убранство, все эти формы уже спланированы. Соответственно, дальше вам уже в проекте вносить какие-то изменения не придется. Вы уже будете понимать, что, из чего, на каких высотах, какой объем, какой размер это имеет. Это никак не скажется на цене проектирования, а в итоге вам в дальнейшем позволит и дом качественно расположить с учетом уже будущего гаража, соответственно, посадить его так, как надо, и террасу уже расположить на той стороне, на какой вы хотели, чтобы удобно было ее эксплуатировать. Это должно быть вам понятно. И такая приятная новость мы недавно анонсировали, приятная новость о кредитовании наших клиентов, наших заказчиков, россиян, жителей
Республики Крым и города Севастополя, и кредитование от Почта-банка. Мы давно с Почта-банком сотрудничаем, начали это плодотворное вообще сотрудничество именно с московского нашего офиса. Дальше это все распространилось уже на Краснодарский край, на Краснодарский наш офис. И теперь спокойно мы уже работаем в Крыму, потому что крымских наших клиентов не особо кредитуют и почивают местные кредитные организации, в силу определенных санкционных причин. Ален, как у нас сейчас предстоят дела на этом поприще? Расскажите про сотрудничество с Яной, представителем Московского почта-банка, и как сейчас клиентам работать с Вирмаком, как получить через Вирмак кредит на строительство дома от Почта-банка. Да, это приятная новость действительно, как для нас, так и для клиентов, для наших. Мы работаем напрямую с менеджером московского филиала Яной. То есть что сейчас нам дали, какие преференции, да. То есть вы можете обратиться напрямую к нам в офис для предварительного оформления кредитования на строительство домов. Что для этого нужно? Вы приходите именно к нам в офис. Мы делаем 2 фотографии в нашем офисе. Нам необходим СНИЛС, паспорт. Мы делаем сканы этих документов, отправляем их в московский филиал. Делаем с вами предварительный расчет. Для этого нужно сразу же более точное техзадание того, что вы хотите строить. Все, в течение буквально 10-15 минут мы ждем ответ из Почта-банка. Если ответ одобрен, то эти документы мы уже отправляем по почте. Далее делается проектная документация и так далее, производится вся работа наша с клиентом. И клиенту нужно будет только 1 раз съездить в представительство какого-то банка ближайшего, да, то есть без разницы. На материке, да? На уже материке, да, так как, к сожалению, здесь нет ни банков, представительства этих банков. И для подписания договора, уже договора. То есть 1 раз нужно будет это сделать. Да, ребята, а непосредственно сами денежные средства банк уже перечисляет нам, компании Вирмак. А мы должны уже качественно и в срок выполнить свои обязательства. А чтобы мы их выполнили, чтобы вы были в этом уверены, поэтому посещайте наши действующие стройплощадки, смотрите, задавайте вопросы до того, как вы что-то подписали. Не обязательно это с нами делать, можете с другими компаниями, но именно регламент и процедура первичной работы с той или иной компанией, она должна быть неизменна и незыблема. То есть мониторьте до того, как вы что-то внесли или что-то подписали. Дальше легче будет работать. Я это всегда говорю, потому что если человек не поленился, пришел в офис, послушал наших специалистов, поехал на действующую стройплощадку, посмотрел, увидел какие-то недостатки, задал вопрос, можно ли тот или иной недостаток исправить. И я готов, если человеку кажется, что это недостаток, либо человеку захотелось усилить какой-то узел, потому что у нас у всех свои фобии. Кто-то в жизни чего-то переживал, где-то кто-то горел, кого-то топило, у кого-то дети там аллергики, и человеку кажется, что надо что-то поменять, что-то надо там несколько раз там обработать каким-то огнебиосоставом, либо балку перекрытия двутавровую сделать, не 250-ю, а 300-ю, чтобы еще лучше была звукоизоляция, меньше было зыбкости. Все это оговаривается. Но чтобы мы друг друга понимали, мы можем на одном языке с вами говорить только в том случае, если вы посетите нашу действующую строительную площадку, 1, 2 или 3. Если еще больше вопросов возникнет, съездите на наше производство, там пощупайте, погрызите наши панели, увидите, кто их производит, на каком оборудовании. Это действительно дорогого стоит, мы открыты к общению. Это понятно? Наш сегодняшний ролик, сюжет, встреча подходит к концу, завершается. Ален, давайте подытожим, какие будут у вас пожелания для наших клиентов, будущих клиентов. Я очень рекомендую не лениться, читать информацию, смотреть наши ролики на сайте, на канале, да, YouTube. Все рассказано, очень дословно, все понятно. И все-таки для того, чтобы построить дом, вам придется немножко вникнуть в эту тему, даже если вы совершенно из другой сферы.
Но для того, чтобы построить себе хороший, качественный дом, в котором потом наслаждаться и жить, нужно вникнуть. Приносите предложения от конкурентов, мы вам поможем их прочитать, сравним их вместе. Это все бесплатно, и не понравилось что-то, вы всегда можете от нас уйти, но хотя бы выслушать нас и вникнуть. Вникайте, изучайте, смотрите. Ну, в общем-то. Спасибо, Ален, за участие. Ребят, наш ролик заканчивается. Мир вашему дому, мир вашему будущему дому. И до новых встреч. До свидания. До свидания.